Привет, друзьям и всем, кто смотрит мои видео. Сегодня самый простой и быстрый вариант приготовления мясной подливы к вторым блюдам. Любая каша или макарон будет сочным и аппетитным, без томатов и томатной пасты. Поэтому изжоги и тяжести от такой подливы не будет точно. Ничего не жарю, муку зажаривать тоже не надо. Кому интересно, как приготовить такую простую подливу без изжоги, оставайтесь со мной. Для этого мне надо, тут у меня полкилограмма свинины, 2 довольно больших морковки и 2 луковицы. Еще нужен лавровый лист, черный перец молотый и 2 столовых ложки муки. Мясо подходит любое, у меня лопатки 500 граммов, нарезаю небольшими кусочками, у меня или такой соломкой, или же кубиком, как вам нравится. Далее 2 луковицы нарезаю мелким кубиком. В сковороду добавила 2-3 столовых ложки растительного масла и отправляю мясо. Накрываю крышкой, и мясо должно проготовиться практически до готовности. Это займет где-то минут 15-20. Постоянно тушится оно под крышкой. Тем временем натереть надо морковку на мелкой терке. Именно на мелкой, так морковка будет красиво смотреться в этой подливе. Далее мясо влагу уже все испарило, практически уже вот начинает золотиться. Не зажаривать ничего не надо. Поэтому добавляю на этом этапе лук. Все хорошо размешиваю. Немного сейчас посолю. Соли совсем немножко, уже окончательное количество соли мы будем добавлять в конце. Ну и перца черного, буквально пол чайной ложки по вкусу. Можете не добавлять, если вы острого не любите. Но перец, он не столько остроты даст, как аромат. Все, лук уже стал прозрачным. Теперь можно добавлять морковь натертую. Снова перемешиваю, накрою все крышкой, и все вместе должно подружиться, протушиться. Все, морковь уже проготовилась. Теперь добавляю по вкусу лавровый лист, 3-4 штучки. И самое время добавить воду. Воды добавляю столько, чтобы она покрыла все овощи. Небольшое количество воды добавляю к 2 столовым ложкам муки. Стараюсь хорошо размешать, чтобы не было комочков. Комочки у меня уже растворились. Теперь сюда я добавила еще небольшое количество воды. Все растворила вот в такую однородную массу. И буду вливать в кипящую сковородку. Добавляю небольшой струйкой. Теперь сейчас интенсивно помешиваю, так чтобы не было комков в будущей подливе. Никуда не отхожу. Еще 2-3 минуты, и подлива будет готова. Обязательно в конце пробую на соль. Если соли мало, добавляем необходимое количество и смотрим, чтобы густота будущей подливы нас устроила. Если она немного густовата, всегда можно добавить небольшое количество воды. Когда повторно все закипит, снимаем с огня. Зелень свежую в подливу я не добавляю, ее можно всегда добавить непосредственно уже на готовые блюда по желанию. А мне остается надеяться, что видео вам пригодится. Если это так, не забывайте оставлять свои лайки, комментарии, подписываться на мой канал, кто не подписался. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Пока!